Приветствую, дорогие друзья! Данное видео будет завершающим этот мастер-класс. Здесь мы сделаем с вами утяжку мордочки и пришьем все детали. Приступаем. Заправила ниточку кофейного цвета. Сейчас будем делать носик. Да, напомню, вот эта ниточка снизу. Здесь мы делали убавки. Итак, нам необходимо вот эти уголочки вот так вот утянуть. Вы можете сделать этот носик немножко меньше, немножко больше, как вам нравится. Я же вот так вот по диагонали здесь провожу и вот так вот такой носик буду делать. Вставляю ниточку вот сюда и с другой стороны вывожу. Сейчас, чтобы было равномерно. Вот на вот этих вот прибавках, где мы делали. Сейчас это высоко. Вот ниточку сюда, узелочек я прячу внутрь и делаю утяжечку. То есть вот сюда. Сейчас покажу, как здесь. То есть вот так выглядит вот эта утяжка. Здесь получается по центру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну где-то 9 столбиков без накида. Вот. Сюда вывожу напротив. Вот так вот. И здесь возвращаюсь вот сюда, где прибавочки были. Вот напротив, где вставляли первый раз иголочку. Вот так. Сейчас подтянем. Вот посчитаем, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, здесь 10 получается приблизительно. Вот так. То есть утяжка получается, вот где был центр, буквально на 2 ряда выше по прибавочкам. Еще подтяну, придерживаю. То есть по тем же стежочкам пройдусь. Еще раз. Вот так. Вот так, чтобы более узкая была мордочка. Так, теперь вывожу еще раз сюда. Вот так. Чтобы хорошо закрепить. Теперь необходимо выделить ноздри. Вот так, буквально по сантиметру. Сейчас покажу. То есть здесь я сделаю закрепочку, уже чтобы утяжка никуда не делась. Можете немножко меньше стягивать, как вам больше нравится. Тут ваше видение, творчество. Вот. Вот так выглядит. Теперь вывожу иголочку. Вот сюда ее ввожу сначала. И вывожу. Получается, вот если разделить на 3 части,
вот эту переносицу. 1/3 это будет ноздря, 1/3 расстояние и 1/3 еще одна ноздря. То есть визуально так разделите на 3. И такой ширины будет ноздря. Вот так. Сюда ввожу. И теперь стежками нам просто нужно придать более плоскую форму. Вот так. Так, здесь возвращаюсь назад, а здесь вывожу иголочку сюда, где был стежок. Вот сюда ввожу. Снова продолжаю ровненько. Вот сюда, если необходимо, иголочкой холофайбер вот сюда в край немного подтягиваем. Вот. И буквально тут 2-3 стежка для того, чтобы выделить ноздри. Снова здесь возвращаюсь на 1 шаг, а вывожу вот здесь. Вот так. И последний стежочек сделаем. Вот так. Сейчас вставлю ниточку, вытянулась, и продолжу. Теперь делаю закрепочку, чтобы не перетягивалось, не перетягивались швы. Вот так вот закрепляем. И перехожу на другую сторону. Я перейду снова в начало, чтобы вот здесь сначала все делать ровненько. То есть все симметрично. Вот сюда. И точно так же делаем вторую сторону, чтобы были ровненькие ноздри. Так, вот так. Чуть меньше здесь. Вот так. Все на одном ряду, чтобы было. Сюда. Вот, чтобы была одна ширина. Здесь возвращаюсь, а здесь в конец стежка. И сюда дальше ровненько. Вот так. Снова здесь возвращаюсь. Вот так. И последний стежок. Вот сюда. И вот так вот выглядит носик. Закрепляем ниточку. Теперь нужно более плоскую форму придать мордочке. Я отсюда вывожу иголочку вот посередине, чтобы сделать стежок. Вот такой. И сейчас мы по вот этой вот границе двух цветов
сделаем утяжечку, чтобы более приплюснутая была мордочка. Вот так. Сейчас даже вот так. И вот здесь вот так. Выводим сюда же, в начало стежочка. Как раз сюда будем потом пришивать глазки. Вот, и подтягиваем. Уже мордочка выглядит вот так, более плоской. Я держу эту ниточку и делаю закрепку, чтобы утяжка хорошо зафиксировалась. Так. Вот так выглядит. Теперь здесь как раз становится видно, откуда будет начинаться губа. Вот от начала вот этой утяжечки, где-то вот оно само прям ложится. Вот. И вот сюда. Ввожу иголочку снова сюда. Вот. То есть вы пальчиками вот так вот придавите немного и посмотрите, вот сразу все выкладывается. Так, вот ввожу иголочку вот сюда. Вот так. И уже буду делать утяжку губ. Вот так. Все точно так же, как мы и ноздри делали. Вот. Тоже можете делать их пошире, вернее потолще, потоньше, как больше нравится. Так, здесь на один возвращаемся и сюда вводим в начало стежка. И снова так ровненько и продолжаем. Здесь потом будет вышивка. Вот так получается. Так. И вот сюда в начало стежочка. И вот так вот и продвигаемся. Так. Подтягиваем холофайбер сюда, вот, если необходимо. Вот так. И вот так продолжаем. Так. И вот здесь не забываем, что здесь будет вот так вот по центру вот такая утяжечка. Поэтому нам необходимо будет скруглить вот сюда линию.
Вот так. Это сюда. То есть эта линия будет проходить вот так. Потолще немного будет. Это сюда. Вот так. Снова здесь маленький. Сюда. Вот так. Сюда. Надеюсь, на камеру видно. Вот так. То есть здесь очень маленькие стежочки получаются, а здесь мы уже их немножко делаем пошире. Вот так. Вот. Это сюда. И отсюда же практически. Вот. Вот сюда, прямо в центр. Вот так. Смотрим, что получается. Вот, подтягивается. И здесь, чтобы не было четкого угла, вот здесь делаем один стежок вот такой горизонтальный. Вот сюда. И вот такой горизонтальный. И затем уже выводим снова в другую сторону. И абсолютно точно так же, только теперь в другую сторону, мы продолжаем делать стежочки. И теперь ориентируемся на вот эту сторону, чтобы все было равномерно. Здесь вначале мы практически из одной и той же точки выводим иголочку. Вот. Вот так. Здесь по низу мы на шаг возвращаемся, а здесь идем вот в начало стежочек, в конец, вернее, где был сделан стежок. И вот такая вот мордочка будет получаться. Здесь поверху идем на шаг вперед, выводим. Вот так. Здесь на шаг назад. Вот видите? И вот такая мордочка получается. Ну и здесь дошиваем вот эту вот линию равномерно, чтобы она была. Встретимся, когда доделаем. Буквально тут несколько стежков. Вот дошила вторую губу и иголочку вывожу с нитью вот сюда. Сделала закрепочку и вывела ниточку. Вот такая мордочка получается. Теперь необходимо сделать вышивку. Вышивку я буду делать тем же цветом, что и животик. Заправила ниточку. И теперь просто делаю вышивку. Делаю по 4 стежка, потом расстояние. Вот так вот. Не затягивая, рядышком делаю 1. Вот вывожу 2, 3,
третий и четвертый. И уже сюда вставляю иголочку, а вывожу через 2 ряда расстояния. Тут тоже на глаз можно где-то больше, где-то чуть меньше сделать расстояние. И снова делаю 4 стежка. Вот. Один, второй, третий, и четвертый. И четвертый я уже сюда вот иголочку ввожу, а вывожу снова через 2 ряда. Так вяжем. И так шьем до конца вот этой губы, другой губы. Я дошью вот сюда и покажу, как делаю вот этот переход. И четвертый ввожу сюда и перехожу. То есть вот здесь у меня будет по 3 стежка. Галочка такая, 3 стежка здесь и 3 стежка здесь. Поэтому я ввожу иголочку вот здесь, чтобы закончить четвертый стежок. И вывожу ее вот здесь, чтобы здесь получилась галочка. И вот так вот делаю. Сюда ввожу 1, 2. Ширину стараюсь соблюдать вот эту. 2 и 3. И вот здесь вывожу вот сюда. Сделаю галочку. Вот так. Сейчас фокусируется. Чуть-чуть выше надо было. Вот сюда. И делаю здесь 1. Вот так. Сейчас я сделаю закрепочку, вставлю другую ниточку и продолжу. Поменяла ниточку уже. Итак, продолжаем. 1 сделали. Это второй заканчиваем. И третий. Так, здесь надо было вытянуть вот сюда. Поэтому я сейчас просто вот так вот сделаем. Вот, и получается 3 стежочка здесь, 3 здесь галочкой. И дальше снова делаем вот здесь наискосок. Вот так. Сюда подвинем. Здесь уже делаем по 4. 2, 3 и четвертый. Вставляем сюда, а выводим здесь на небольшое расстояние.
потому что вот здесь они рядышком получаются за счет закругления. Ну а дальше, в общем, делаем точно такую же вышивку. Встретимся, когда доделаем. Доделала вышивку. Так получается. Теперь возьму темно-коричневую ниточку и сделаем вот здесь полосочки, чтобы еще больше подчеркнуть ноздри. Заправила темно-коричневую ниточку. И теперь вот сюда выведем и просто сделаем несколько стежков, полосочки. Вот так на эту сторону, а на эту выводим. Не затягивая. Тяжка у нас уже есть. Вот так. Второй стежок. И еще один. Теперь сюда выведем. Вот так получается. Сделаем закрепочку вот здесь и спрячем внутрь. Основа у нас теперь готова. Теперь будем пришивать глазки вот сюда. Затем веки. Заправляю ниточку вот эту, которую оставляли в углу, и будем пришивать. Заправила ниточку. Широкие блики у меня будут снизу и немножко по диагонали. Вот так вот. А маленькие вверху. Вот, выбираем место, как будут располагаться глазки. У меня впритык они будут располагаться. Вот так. И пришиваем. То есть один я вот сюда вот вдавливаю его немного. И один стежок делаю вот сюда по глазику, один по телу. Это по глазику. Вот так. И вот так по телу. Вывожу чуть вперед, снова по глазику. И по телу. Еще вывожу. И вот так вот по кругу пришиваем. Вот так. Это было у нас по глазику. Теперь вот по телу. И вот так вот и внизу, где соприкасается, тут вот практически возле вышивки. И по телу. Немного вот вдавливаю его. Вот так. По глазику. Вот. По телу.
вот так вот пришиваем до конца, еще буквально вот несколько стежков. Точно так же пришиваем второй глазик. Здесь вот когда будем пришивать, может быть не очень удобно посерединке. Ну, нам главное прихватить хотя бы одним стежком с этой стороны, а так глазик будет пришит все равно крепко с вот этих сторон. Принцип, надеюсь, понятен. Прижимаем, и где соприкасается, делаем стежок по глазику и по телу. И так продолжаем. А я покажу, когда пришью. Вот один глазик я уже пришила хорошо. Делаю закрепочку. И ниточку прячу внутрь. Вот так. И вот так. Хорошо пришит крепко. Точно так же пришиваем второй глазик. Пришила два глазика. Хорошо, крепко держатся. И вот так выглядят. Теперь будем пришивать веки. Заправила ниточку. Лицевая часть верхняя у меня будет вот эта. Сюда прямо наверх закручиваются реснички. Вот так. Теперь вот эту ниточку необходимо вывести вот сюда, в край. Вот так. Чтобы удобно было пришивать. И теперь прикладываю веко. Вот здесь я делаю вот такой загиб реснички. И прикладываю. То есть тоже можете здесь придать характер или больше вот сюда сделать бровки более такой сердитый, или сюда, не бровки, веки вернее. Вот я сделаю как у первого Тихона, то есть делаю так равномерно посерединке. Итак, вот сюда по центру. Пришиваю. Первый стежок. Вот так. Снова сюда, чтобы закрепить. И вот так вот будут веки располагаться. Вот. И вот как выкладывается оно хорошо, так я и пришиваю тоже. Здесь, кстати, чтобы было удобно, можно взять булавочку вот такую и прикрепить. Вот так. Здесь я, наверное, даже немножко дальше сделаю. Сейчас еще посмотрю. Вот так. Вот так будет выглядеть веко. И так я его и пришиваю, как выкладывается. Вот сюда за тело захватываем. И вот так снизу вверх
под косичку века. Снова задела. И снизу вверх под косичку. И вот так аккуратненько получается пришито. Пришиваем так вот сюда до конца. Вот я делаю уже последние стежки. И здесь, чтобы закрепить ресничку, подворотик. Так, сейчас вот. Вот так подворачиваю немного. И вот так вот закрепляем в эту сторону. Чтобы ресничка смотрела вот так вот наверх. Здесь делаю закрепочку и прячу ниточку. Точно так пришиваем второе веко. Вот еще хотела показать. Здесь я прикрепила. А на этой стороне в начале тоже не забываем сделать подворотик небольшой. Вот чтобы вот эти реснички смотрели наверх. И пришиваем по всей длине. Пришила веки. Вот так выглядят. Вот реснички. Теперь нам осталось в принципе пришить только шапочку и очки. Но перед этим я пришью голову к телу, а шапочку и очки уже пришиваю в готовом виде. Заправила ниточку в иглу. Теперь необходимо, вот здесь вот эти все ниточки, они останутся внутри. Необходимо хорошо заполнить шею вот здесь и хорошо заполнить вот здесь туловище. И здесь вот так вот приложим и за чешуйки будем пришивать. Туловище у меня в принципе наполнено хорошо. Сейчас я вот до упора прямо наполню вот эту шею и будем пришивать. Наполнила холофайбером, так что у нас вылазит немного наружу. При этом, чтобы форма мордочки осталась такая, как вам нравится, чтобы ее тут не растянула, именно шею заполнила. И теперь смотрим, нужно прикрепить, чтобы не перекосило, то есть животик и вот подбородок темненький. Прикладываем. Можно закрепить булавочками, чтобы не перекосилось. Вот так, тут же у нас ряд молочного цвета, поэтому вот так вот прикрепляем. Вот так с этой стороны и с этой стороны. Так, холофайбер прячем. Вот так вот. Так. И можно еще здесь сбоку сейчас прикрепить, потому что пришивать будем снизу. Отсюда булавочку ту уберем, а по кругу вот так вот
прикрепим. Вот так. И с этой стороны то же самое. И тогда у нас все будет ровненько и красиво. Вот так. Вот животик. Так. Животик и подбородок. Теперь вот уже заправлена уже иголочка. И начинаем пришивать. Вот тут под косичку. Вот так вот эту ниточку прячем. Все лишнее туда внутрь убираем. И хорошо такими стежками шаг назад делаем, чтобы крепенько держалась. И вот так шаг назад и сюда вперед маленькими стежочками. Снова шаг назад и вперед. Это узелочек, который мы закрепляли. Туда его внутрь спрячем. Вот так вот сейчас сделаем. И сюда. Сейчас вот так, вот так. И выводим, где иголочка. Вот эту уже можно убрать. Вот, получается аккуратный шов. Вот эту тоже уже убираем. И такими же стежочками пришиваем. Так. Так, это ниточка у нас. Прячем ее внутрь. Вот сюда. Вот так. И таким образом пришиваем по кругу, где чешуйки спускаемся немножко вниз, углубление, где вот выпуклая эта часть, она вот почти до кофейного доходит. Вот так. У нас все будет хорошо пришито, не будет ничего торчать. Вот так. Здесь вот немного вниз. Вот вверх чешуйки, а здесь немного вниз. Вот, и пришиваем так вот сюда до начала, где мы начинали шить. Ниточку закрепляем и прячем. Да, еще хотела показать, когда мы подходим уже сюда к завершению
пришивания. Если необходимо, можно добавить еще немножко холофайбера. Ну, вдруг понадобится уплотнить шею. Вот таким образом. То есть проверьте, чтобы все вам нравилось, чтобы потом не пришлось отпарывать. Вот, я немножко буквально добавила. И теперь дошиваю сюда до конца. Пришила голову. Вот так получается. Вот подбородок. И теперь осталось пришить только шапочку и очки. Заправила оранжевую ниточку. Теперь прикладываем шапочку. Смотрите тоже, чтобы как вам больше нравится, больше вперед, назад. Вот, приложили. Можно прикрепить булавочками, чтобы хорошо посмотреть, как будет выглядеть. Чтобы там куда ее больше сдвинуть. То есть выбирайте. Когда определились уже с местоположением, я сейчас немного даже пошире ее сделаю. Вот так вот. И вот так. Посмотреть. Вот. Когда определились, я пришиваю буквально по нескольку стежков. Здесь прячем наш узелочек. Вот рядом с иголочкой вывожу. Узелочек спрятали. И буквально вот прихватываю за парочку вот этих рубчиков, за пару складочек. Вот прихватила здесь. Еще делаем один стежочек. Вот так. И теперь еще раз прихватываю по тем же самым складочкам. И теперь уже отсюда можно убрать. И теперь вывожу иголочку с другой стороны. Веду ее вот сюда, напротив. Не затягиваем сильно, чтобы не получилось у нас утяжка. Наша задача просто ее прикрепить. Так вот. И вот с этой стороны то же самое, буквально за пару складочек, хотя тут вот это больше. Вот так. Прихватываю, смотрю, как мне, все ли мне нравится. Вот. Теперь ввожу то же самое сюда. Снова вывожу сюда. И второй стежок точно такой же. Вот так.
И второй стежок делаю точно такой же. Вот так. Теперь здесь я делаю закрепочку. Делаю ее таким образом, чтобы можно было спрятать узелочек. Вот так. Закрепляю хорошо и прячу. Вот так. Хорошо подтягиваю. И вот пришита шапочка. Здесь ее расправить. Вот так выглядит. Ниточку еще несколько раз продеваю и отрезаю. Осталось пришить очки. Заправила ниточку, которую оставляли. И то же самое прикрепляю сначала очки, смотрю расположение, которое мне будет нравиться, чтобы были симметрично они. Я вот сюда поближе их сделаю, побольше на носик. Прикрепляю булавочками, чтобы хорошо посмотреть, как это будет выглядеть. Корректируем. Выбираем положение. Вот так. Наверное, повыше немного сделаю. Как и у Тихона. У Тихона они немного вот повыше. И вот здесь буквально на один ряд. Так, и вот сюда, наверное, поближе. Да, чтобы были ровненько. И теперь, когда все понравилось, берем и просто продеваем вот сюда насквозь. Один раз делаем, выводим с другой стороны иголочку. Можно взять подлиннее, кстати, иголочку, если у вас еще не очень много опыта. Ну, в принципе, тут мордочка не очень толстенькая, так что хватает иголочки. Вот, прикрепили. Это уже можно убрать. И это тоже. И второй стежок делаем. Вот так. Чтобы хорошо закрепить. Так, сильно, чтобы не было затянуто. Сейчас я вставлю ниточку в иголочку и продолжу. Продолжаем. Так. Теперь необходимо сделать закрепочку.
То есть вот сюда я вывожу, вот где у нас ниточка. И вот здесь под очками я сделаю узелочек. И то же самое потом спрячу ниточку. Делаю узелок, закрепочку и ниточку прячу. Вот, все аккуратненько. Так, еще раз смотрим, ничего не затянуто. Ниточка, если у вас длинная ниточка, лучше тоже несколько раз ее туда-сюда продеть. Так, сейчас уберу иголочки и покажу, как получилось. Вот такой вот змей получился. Так выглядят. Вот один и второй. Я делала их одной длины. Вот. Вот так. Я надеюсь, у вас все получилось. Благодарю вас за поддержку, благодарю за просмотры, за лайки, за комментарии. Мне очень-очень приятно. Я вижу, что вам интересно, что вам нравится. И вы меня вдохновляете и дальше трудиться в этом направлении, делать новые мастер-классы. Очень благодарна, еще раз не устану это повторять. Также для вас, для тех, кто досмотрел это видео до конца, хочу небольшую интригу создать. Я сейчас тружусь над новой змейкой. Вот, уже прорабатываю схему. Вот у меня есть некоторые идеи. Это все пока детали новой змейки. Поэтому, если интересно, оставайтесь, пожалуйста, на канале. Вот. Я желаю всем вдохновения, успехов, желаю хорошего настроения, чтобы у вас все получалось. Вот, если вдруг остались вопросы какие-то, пожалуйста, пишите в комментариях. Я всегда стараюсь отвечать, разбирать. То есть я открыта для общения. Также предлагали создать, еще сделать подружку для Тихона. У меня тоже есть несколько идей, я подумаю и в ближайшее время покажу вам результат. Еще раз благодарю всех за просмотр, за внимание и благодарю за поддержку. Мне очень-очень приятно. Это было завершающее видео в данном мастер-классе. Поэтому до встречи в новых видео. Пока-пока.